Привет, Арми. Говорили, что отношения Тэкука закончились, но что, если это было не так? Прежде чем делать какие-либо предположения, прежде чем чрезмерно акцентировать внимание на каждом маленьком жесте, следует помнить об одной важной истине, которая часто забывается. Не всякая близость, показанная на экране, отражает подлинную романтическую связь, и не каждое реальное отношение нужно публично доказывать. Отношения между участниками BTS всегда были предметом обсуждения. За ними внимательно наблюдают, бесконечно анализируют и часто интерпретируют через призму личных переживаний. Но есть одна реальность, которую часто умышленно игнорируют. То, что мы видим, ограничено, тщательно отобрано и сформировано контекстом. Когда интерпретация заменяет наблюдение, начинают формироваться нарративы, не всегда из фактов, а из желания. Некоторые люди живут в пузыре восприятия, где каждое небольшое взаимодействие между Чимином и Чонгуком немедленно интерпретируется как неоспоримое доказательство особых отношений. По иронии судьбы, эта же фан-база часто обвиняет других в фантазиях, одновременно выстраивая сложные истории из моментов, которые, если смотреть на них объективно, не имеют прочной основы. Избирательное внимание становится подтверждением, а предположения ошибочно принимают за истину. Если мы говорим о конкретных доказательствах, то должны говорить о действиях, которые являются личными, последовательными и добровольными, не о фанатских монтажах, не о спекулятивных интерпретациях и не о моментах, вырванных из контекста. У Чонгука нет личных постов, демонстрирующих близость с Чимином. Он никогда не публиковал с ним личные фотографии в своих социальных сетях. Единственное официальное изображение, которое часто упоминается, это фотография с фестиваля, загруженная на Weverse после завершения ими военной службы. Момент, связанный скорее с групповой деятельностью, чем с личной близостью. В Instagram Чонгук постоянно делится контентом, связанным с его творческим выражением, повседневной жизнью и сотрудничеством с брендами, особенно с Calvin Klein. Однако среди всех этих постов нет ни одного личного момента, которым он поделился бы с Чимином или с любым другим участником группы. Это молчание не случайно. Чонгук известен своей избирательностью, скрытностью и обдуманностью в том, что он решает показать публике. Поздравления и признания говорят громче предположений. Чонгук редко публично поздравляет участников группы с днем рождения. Когда он это делает, то нечасто и намеренно. Чимин однажды публиковал фотографию в честь дня рождения Чонгука, но это был не личный момент. Это был кадр из музыкального видео «Like Crazy», рекламный, а не интимный. В тот же день, как сообщается, Чимин пытался связаться с Чонгуком напрямую, но тот не ответил, потому что ужинал с Мингю. Это может показаться мелочью, но мелкие детали часто раскрывают эмоциональные приоритеты, особенно в моментах, которые должны восприниматься как личные. Когда Чимин участвовал в челлендже Killing Me Good, он делился только рекламными материалами, связанными с мероприятием. Не было никаких личных жестов, никаких прямых обращений к Чонгуку. Между тем, большая часть так называемых доказательств, представленных сторонниками Чонгука и Чимина, состоит из фотографий, сделанных фанатами, случайной близости или коротких взаимодействий, которые могли произойти между любыми коллегами, тесно работающими вместе. Эти моменты при внимательном рассмотрении лишены последовательности и личного намерения. Подобные взаимодействия несравнимы с той последовательностью, заботой и искренностью, которые Чонгук проявлял к Тэхёну на протяжении более 10 лет. С 2013 по 2025 год внимание Чонгука к Тэхёну было видимым, постоянным и поддающимся проверке. Он постоянно находил способы поддержать его, быть рядом и выразить ему свою признательность, часто тихо, без преувеличения и без показухи. 2023 и 2024 годы, естественно, ограничили их публичное общение из-за военной службы Тэхёна, однако расстояние не стерло их присутствие. А в 2025 году что-то снова изменилось. Чонгук не просто поздравил Тэхёна, он сделал это целенаправленно, опубликовав 2 отдельных видео на 2 разных платформах — Instagram и Weverse. Это было для него необычно. Чонгук редко делает репосты личных благодарностей, не говоря уже о дублировании их на разных платформах. Это ясно показало, насколько важен для него Тэхён.
попытки преуменьшить значение этого жеста, называя его нормальным, игнорируют устоявшееся поведение Чонгука. Такой уровень публичного признания для него нетипичен, особенно когда дело касается личных дел. Важны закономерности, важна последовательность. Есть один конкретный прямой эфир с участием Тэхёна, который многие до сих пор хорошо помнят. Он не был громким, он не был драматичным, он был тихим и нежным. Когда Тэхён нежно коснулся пальца Чонгука, движение было деликатным, почти инстинктивным, как будто их руки понимали язык, не требующий слов. Это был мимолетный момент, но он нес в себе эмоциональную глубину, мягкость, которая ощущалась глубоко личной. Есть и другие подобные моменты. Моменты, когда они стоят близко в толпе, когда Чонгук незаметно притягивает Тэхёна ближе, просовывая пальцы в его рукав Йона, нежно поглаживающий ткань. Эти жесты не преувеличены, они сдержаны, почти осторожны, но полны смысла. Когда Тэхён позже отвечает на прикосновение, нежно касаясь пальца Чонгука, это говорит о многом. Это не действие, предназначенное для зрителей, это выражение комфорта, близости и тихой потребности в общении. Для многих людей держаться за руки или обниматься – обычное дело, но для них такие жесты кажутся размеренными, намеренными и часто сдержанными. Как будто привязанность – это нечто, что нужно оберегать, выражать фрагментарно, а не открыто. И все же, несмотря на это, они никогда не перестают проявлять заботу в молчании, в постоянстве, в присутствии. Есть что-то одновременно прекрасное и болезненное в наблюдении за связью, которая должна существовать бережно. Любовь, которая не просит быть замеченной, которая не ищет подтверждения, но продолжает существовать сквозь время, расстояние и молчание. Многие надеются, что однажды Тэхён и Чонгук смогут жить и любить без ограничений, без страха и без необходимости что-либо скрывать. Потому что любовь в своей истинной форме не признает ни пола, ни внешности, только родственные души. Любовь Тэхёна всегда ощущалась тихой, но сильной, непоколебимый свет, который не ослепляет, а согревает, присутствие, которое вселяет веру в подлинные эмоции. И в конечном итоге их история напоминает нам, что самые глубокие отношения не обязательно должны быть громкими, чтобы быть настоящими. Правда не всегда требует признания. Иногда она просто существует, неизменная, терпеливая и стойкая. Крепкие отношения не требуют постоянного подтверждения, они не требуют всеобщего одобрения. Они стоят на фундаменте, построенном медленно, проверенном временем и укрепленном благодаря постоянству. Даже когда мир перестает обращать на них внимание, они остаются. Тэхён и Чонгук на всех этапах своей жизни показывают нам, что истинная близость заключается не в том, как часто вас видят вместе, а в том, насколько глубоко вы чувствуете связь. Речь идет о доверии, безопасности и понимании, которое не нуждается в публичном выражении, о связи, которая не ослабевает, когда в общественных местах становится тихо. Для многих из нас наблюдение за этой историей — это не фантазия. Это признание формы любви, которая растет по-своему, медленно, тихо и стойко. Пока остаются маленькие моменты, короткий взгляд, нежное прикосновение, постоянное присутствие, надежда продолжает жить. Не потому, что мы ее навязываем, а потому что некоторые связи просто слишком реальны, чтобы их можно было стереть временем или расстоянием. Мир, возможно, не всегда готов понять такую любовь. Всегда найдутся голоса, которые ее отвергнут, люди, которые сведут ее к совпадению, но истина не зависит от одобрения большинства. То, что реально, всегда найдет способ быть почувствованным, даже когда слова не произносятся и камеры не работают. Самые глубокие связи часто живут в безопасных пространствах, известных только тем, кто их испытывает. И, возможно, это самая честная форма любви. Любовь, которая не нуждается в доказательствах, не ищет подтверждения и остается непоколебимой внешним шумом. Пока сохраняется доверие, пока близость живет в тишине и присутствии, ничто по-настоящему не потеряно. Некоторые отношения не предназначены для понимания всеми. Они должны уважаться, чувствоваться и цениться. И именно в этом заключается суть этой истории — тихой, цельной и живой, даже когда мир предпочитает ее не видеть.
Если вы предпочитаете понимать с чувством, а не судить поверхностно, оставайтесь здесь. Если эта история нашла отклик в вашей душе, не стесняйтесь оставлять комментарии и спокойно делиться своими мыслями. И подписывайтесь, чтобы мы могли продолжать замечать, ценить и сохранять маленькие моменты, которые реальны, искренни и никогда не теряют своего значения.